На фоне геополитической напряженности в Южной Азии Индия все активнее укрепляет связи с Арменией и Грецией, формируя противовес усиливающемуся влиянию Турции и Пакистана. Анкара и Исламабад наращивают военное и политическое сотрудничество, что вызывает серьезные опасения в Нью-Дели. Издание The Economic Times подчеркивает, что основное беспокойство индийской стороны связано с расширяющимся военно-техническим взаимодействием Турции и Пакистана, включая поставки вооружений, совместные разработки и укрепление военно-морских связей. Внешняя политика Турции под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана приобретает все более панисламистский характер, что усиливает ее контакты с Пакистаном. Этот альянс, особенно на фоне поддержки Анкары и позиции Исламабада по Кашмиру, воспринимается Индией как серьезная угроза региональному балансу сил. Нью-Дели активно реагирует на эти изменения, выстраивая более тесные оборонные связи с теми странами, которые также противостоят турецкому влиянию. В этом контексте особое место занимают Армения и Греция, государства, имеющие свои противоречия с Анкарой и ее союзниками. Одним из наиболее заметных направлений этого сближения стало развитие военного сотрудничества с Арменией. Находясь в затяжном конфликте с Азербайджаном, близким союзником Турции, Армения в последние годы получила от Индии значительную поддержку в виде вооружений и технологий. В 2022 и 2023 годах были заключены многомиллионные сделки на поставку реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракет и радиолокационных систем. Эти контракты не только укрепляют обороноспособность Армении, но и являются символом меняющейся геополитической картины. Сделки между Индией и Арменией имеют не только коммерческое значение, но и стратегический подтекст. По данным The Economic Times, они направлены на создание противовеса усиливающемуся турецко-азербайджанскому альянсу. Параллельно с этим Нью-Дели наращивает взаимодействие с Грецией, которая также сталкивается с давлением Анкары в Восточном Средиземноморье. Для Армении и Азербайджана конфликт имеет в какой-то мере практическое значение. Он влияет на восприятие военного потенциала партнеров в рамках военно-технического сотрудничества, демонстрируя возможности ВПК и оперативного реагирования. Азербайджан является стратегическим союзником Пакистана и покупателем ряда военной продукции, в том числе и истребителей JF-17. Армения, в свою очередь, является военно-техническим партнером и крупнейшим покупателем индийских вооружений. С 2022 по 2024 годы 43% импорта вооружений в Армению приходится на долю Индии. Армения опосредованно поддержала Индию в обострившемся конфликте с Пакистаном, который не признает Республику Армения как государство. Ереван осудил теракт и признал право Индии на защиту от терроризма. Эта поддержка подчеркивает углубляющееся сотрудничество между двумя странами на фоне противостояния с общими противниками. Армения внимательно следит за развитием конфликта, учитывая собственное углубляющееся военное сотрудничество с Индией. Демонстрация индийских возможностей высокоточного оружия и систем ПВО в зависимости от хода боевых действий может усилить позиции Армении в выборе Индии в качестве основного поставщика вооружений и послужить аргументом в пользу расширения военно-технического сотрудничества. Азербайджан, будучи стратегическим союзником Пакистана и прочно встроенный в треугольник с Турцией и Пакистаном, выразил полную поддержку Исламабаду, возложив ответственность за эскалацию на односторонние действия Индии. МИД Азербайджана выступил с осуждением ударов по территории Пакистана. В азербайджанских СМИ акцент делался на провокационную сущность ударов Индии и на важность стратегического союза с Пакистаном и Турцией. Формирующийся треугольник Индия, Армения, Греция представляет собой новый элемент в региональной геополитике. Для Нью-Дели это возможность укрепить свои позиции в Южной Азии и расширить влияние на Ближнем Востоке и в Закавказье. Стратегическое сотрудничество с Арменией и Грецией помогает Индии противостоять амбициям Анкары и ее союзников, создавая условия для укрепления безопасности и стабильности в ключевых регионах. На этом фоне Армения также наращивает сотрудничество с Ираном. Во время недавнего визита Армена Григоряна в Тегеран обсуждались вопросы региональной безопасности, экономического взаимодействия
и совместных инфраструктурных проектов. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан подчеркнул, что стратегическое партнерство с Арменией остается приоритетным для Тегерана, несмотря на внешнее давление. Таким образом, Армения, взаимодействуя с Индией, Грецией и Ираном, создает себе геополитический буфер, способный противостоять нарастающему давлению со стороны Турции, Азербайджана и их союзников. Армения и Кипр готовы перейти на новый уровень сотрудничества. 19 мая в Ереване прошли важные встречи, продемонстрировавшие активизацию армяно-кипрских и армяно-греческих отношений. В Армению прибыла делегация во главе со спикером Палаты представителей Кипра Анитой Димитрию, которая провела переговоры с руководством Армении. По итогам встреч было озвучено предложение со стороны Армении перевести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, что получило положительный отклик со стороны Кипра. Спикер парламента Армении Ален Симонян отметил, что сотрудничество между странами постепенно выходит за рамки символических жестов и переходит в фазу конкретных шагов, включая активное взаимодействие на международных площадках. По его словам, Анита Димитрию зарекомендовала себя как последовательный и искренний партнер Армении на международной арене. Помимо политического диалога, стороны обсудили возможность подписания соглашения о стратегическом партнерстве и подчеркнули роль армянской диаспоры на Кипре как связующего звена между двумя государствами. Были затронуты также темы двустороннего парламентского взаимодействия и расширения сотрудничества в сферах экономики, туризма и образования. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также провел отдельную встречу с Димитрию. Обе стороны выразили удовлетворение динамикой отношений, отметив важность открытия посольств в Ереване и Никосии. Мирзоян подтвердил стремление Армении к устойчивому миру на Южном Кавказе и укреплению связей с Евросоюзом, подчеркнув важность поддержки со стороны стран-членов ЕС. Тем же днем министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу с послом Греции Христосом Софианопулосом и военным атташе Христосом Арсению. В ходе беседы стороны обсудили развитие оборонного сотрудничества и подвели итоги недавнего визита армянской делегации в Грецию. Были затронуты вопросы региональной и международной безопасности, особенно на фоне нестабильной ситуации в регионе. На следующий день, 20 мая, в Ереване состоялась встреча Папикяна с министром обороны Ирана Азизом Насирзаде. Официальная церемония с участием почетного караула подчеркнула значимость переговоров. Обсуждение сосредоточилось на вопросах оборонного взаимодействия, стабильности на Южном Кавказе и региональных рисках. На фоне активной дипломатии Армении и Ирана Азербайджан провел совместные военные учения с Ираном под названием «Арас-2025», при этом параллельно укрепляя оборонное сотрудничество с Израилем. В Баку состоялась встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с израильским коллегой Исраэлем Кацем. Стороны договорились о расширении взаимодействия в сфере безопасности. Такая многовекторность вызывает вопросы о настоящих приоритетах Баку. Учитывая близость Азербайджана к Ирану и одновременно тесные связи с Израилем, главным противником Ирана в регионе, складывается сложная дипломатическая конструкция. Аналитики не исключают, что Иран, принимая участие как в учениях с Азербайджаном, так и в переговорах с Арменией, стремится сбалансировать свою позицию и укрепить статус ответственного игрока. На Тегеранском диалоговом форуме помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что присутствие иностранных военных в регионе больше не требуется. Несмотря на очевидный намек в адрес России, официальная Москва пока воздерживается от публичных реакций, а в Ереване заявили, что не обсуждают вывод российской военной базы. Такое несоответствие заявлений Азербайджана и действий Армении говорит о расхождении стратегических курсов двух стран. Тем временем представители армянской власти дают понять, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, Ереван продолжает выстраивать многовекторную внешнюю политику, акцентируя внимание на европейском направлении и партнерстве с дружественными странами региона. Таким образом, Армения демонстрирует активную внешнеполитическую повестку,
выстраивая прочные связи с Кипром, Грецией, Индией и Ираном. Это на фоне милитаристской активности Баку и его двойственной дипломатии подчеркивает разницу в стратегических подходах к безопасности и региональному развитию. Попытки Еревана укрепить свои позиции за счет многоуровневых партнерств могут стать ключом к долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.